Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Отдельное спасибо, разумеется, моим постоянным зрителям. Спасибо, друзья. Но сегодня пятница. Я подготовила для вас замечательный жизнеутверждающий сюжет из Министерства здравоохранения Финляндии. В общем, рассказ пойдет о счастливых людях Финляндии. Конкретно об замечательном клубке счастья в финском соцздравии. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Итак, знакомьтесь, Мика Пюккö, директор организации под названием Aivoliitto. Это такая финская организация некоммерческая, которая якобы занимается поддержкой людей с неврологическими заболеваниями. Существует на госдотации, то есть живет на деньги налогоплательщиков, на наши с вами налоги. И под чутким руководством господина Мики Пюккö эта НКО быстро дошла до Цигундера, объявлена банкротом. Но давайте все по порядку. В 2021 году господин Пюккö становится директором этой организации, а через 3 года, в 2024 году, организация официально объявляет себя банкротом. Ну, может быть, вы думаете, бывает, тяжелое же время, ковид, войны. Подождите. По данным СТЭА, это государственное ведомство, которое следит, как общественные организации тратят дотации. В Aivoliitto годами использовали полученные гранты не по назначению. В частности, переводили деньги в свою дочернюю фирму. Классическая схема. Деньги дали на помощь больным, а они ушли на поддержку аффилированных структур. И вот кульминация. После всех этих шахер-махер министр социального обеспечения и здравоохранения Финляндии Кайса Юусо из партии, вы догадались, истинные финны, назначает этого самого Пюккö консультантом министерства. Его задача – он должен выяснить, как в будущем правильно распределять государственные деньги между такими же организациями, как та, которую он сам угробил. Повторяю, человека, возглавляющего НКО, Министерство соцздрава, нанимает за десятки тысяч евро, чтобы тот написал инструкцию, как деньги делить между НКО. И это уже не лис в курятнике, это уже лис, получивший тендер на проектирование системы защиты от лис. Какова же цена вопроса? Министерство заплатило Пюккö почти 45 тысяч евро за 5 месяцев работы. На время работы над отчетом Пюккö взял в своем НКО отпуск без содержания, чтоб не обвинили там в конфликте интересов. И на выходе он выдал 65-страничный отчет, где описываются 2 варианта реформы системы дотаций. Вариант первый – тематический. Мол, деньги пойдут тем, кто работает по актуальным темам, таким как, например, айвотерапия, мозговая терапия, о которой внезапно вспомнили в отчете. Случайность? Возможно. Вариант второй – никак не реформировать, просто смириться с урезанием бюджета. Этот вариант в отчете описан на 1 странице. Против 14 страниц первого варианта, который как бы случайно ближе к интересам Aivoliitto. Во время работы над отчетом Пюккö провел опрос среди финских общественных организаций. Вопрос простой. Какие проблемы вы считаете приоритетными? И вот в списке, классика. Бездомность, онкология и интеграция мигрантов. И еще пункт. Психическое здоровье и здоровье мозга в одном флаконе. Хотя вообще-то это разные вещи, но отчего-то их объединили. Дело в том, что как раз здоровье мозга – это фирменная тема Aivoliitto. Та самая, которую Пюккö активно продвигал, будучи директором. Теперь эта тема удобно встроена в вопрос как часть приоритета и как бы аккуратно легитимизирована.
Некоторые организации заметили подлог и написали: вы чего? Почему вы объединяете такие разные направления? Но поезд уже ушел, отчет написан и сдан. Так был ли конфликт интересов? Профессор административного права в университете Хельсинки Олли Mäenpää дал однозначный ответ: да, это конфликт интересов. Даже если Пюккö формально не работал в Aivo Liitto на момент написания отчета, его связи с организацией слишком тесные, чтобы говорить о нейтральности. По мнению профессора, отчет, который прямо влияет на будущее финансирование организации, не может писать человек, который является руководителем одной из таких организаций, особенно с таким послужным списком. Сам Пюккö уверяет, что все сделал честно. Ну, разумеется, кто бы сомневался. В начале 2023 года он совместно с директором Диабетического союза, это тоже НКО, подготовил аналитическую записку с предложениями о реформе субсидий. Ну, сам написал, там как бы невзначай указал свою кандидатуру на роль консультанта, передал в министерство, и его выбрали, да. Тогда он честно ушел в отпуск, да, работал как раб на галерах. Все ради пользы благого дела. То, что его отчет предлагает объединить психическое и мозговое здоровье в одну категорию, ну так это же современный подход, международный стандарт. И никакой попытки лоббировать интересы конкретной организации. Ни-ни. А что под это объединение как раз подходит его организация? Ну, простите, совпадение. Он даже заявил в письме к газете Helsingin Sanomat: мне и в голову не приходило, что Aivo Liitto могло бы получить выгоду от моей работы для министерства. Газета Helsingin Sanomat пыталась взять интервью у министра Kaisa Juuso, истинные финны. Журналисты хотели спросить, почему выбрали именно Пюккö. Не опасались ли они, что он напишет отчет в интересах Aivo Liitto, и вообще, как рассчитывали его гонорар. Но министр отказалась от интервью и вместо этого прислала письменный ответ еще до того, как ей вообще успели задать вопросы. Письмо в стиле: «Все хорошо, вопросов быть не должно». Министр утверждает, назначение Пюккö никак не связано с проверкой, которую СТЭА проводила в Aivo Liitto. А назначили его по рекомендации Марью Линдгрен, бывшей госсекретаршей министра Кайсы Юшо. И министр заверяет, мол, все нормально, конфликт интересов учли, все проверили. Ну и, как обычно, все совпадения случайные. К слову, сама Линдгрен тоже подтвердила, да, я его предложила, потому что у него большой опыт в сфере НКО. Ну что ж, с этим, конечно, не поспоришь. Козе понятно, что специалисты не хухры-мухры. Развалить НКО – это не только ценный опыт, но и исключительные способности. По словам Линдгрен, конфликта интересов не было, так как во время расследования Пюккö находился в отпуске от обязанностей в Aivo Liitto. Линдгрен, кстати, с 22 мая больше не госсекретарь министра соцздрава Юшо, а стала государственным секретарем аж двух министров: министра транспорта и коммуникации Лулу Ранте и министра экономики Вилли Рюдмана. Причины этого перемещения в пресс-релизе правительства не названы. И теперь немного о финской бюрократии. В Финляндии есть такой формат – selvityshenkilö, по сути, внешний консультант. И кто же эти консультанты, которых министерства нанимают? Это такой элегантный способ подкинуть деньжат своим. Консультантом в министерстве может стать, по сути, кто угодно. Основное требование к кандидату – быть своим человеком, другом-приятелем министра, бывшим коллегой, экспертом из ближнего круга, ну или на худой конец собутыльником, помощником министра. Ну и, разумеется, сынок, дочка, зять, теща, кум, любовник – тоже прекрасные, заслуживающие доверия варианты.
Кандидатов выбирают не по конкурсу, не по прозрачному рейтингу, а просто потому, что вот он отличный парень, а в сауне как хорош, просто виртуоз. Консультант – фигура неформальная, но влияющая на решение. И часто именно через таких людей Минсоцздрав продвигает непопулярные реформы, за которые никто не хочет брать прямую ответственность. Типа, ну а мы-то здесь при чем? Мы ничего не решаем. Это нам эксперт посоветовал. Консультантам часто передают власть, которая по закону должна быть у государственных служащих. Консультанты власть получают, деньги тоже, но они не отвечают ни перед кем. Финская синекура. Если есть нужные приятельства и хочется срубить хороших денег, то можно податься в консультанты. Консультантов привлекают, и когда правительство изо всех сил хочет что-то сделать, но на самом деле делать не хочет. Как это работает? Правительство пишет в своей программе провести анализ проблемы, назначает консультанта. Он пишет отчет, отчет кладут в долгий ящик и все. Больше никто ничего не делает. Формально же все выполнено, но мы же провели анализ. И вот сейчас никто не знает, что будет с отчетом Пюйке. Министр Юшо в своем письме написала только, что отчет требует дополнительного изучения. Ну как мило! Отчет стоил 45 тысяч евро, и теперь он требует дополнительного изучения. И что имеем мы в сухом остатке? Вот история вкратце. Организация банкрот. Ее экс-глава – эксперт. Рекомендации с привкусом конфликта интересов. Отчет за 45 тысяч евро. И очередной консультант наверняка готовится проверять отчет предыдущего консультанта. А в министерстве все с гуся вода. Все красиво и никакой коррупции. Отчеты крутятся, баблишки мутятся. И главное, никто ни за что не отвечает. Все счастливы, очень счастливы. Уже который год подряд, если бы еще журналюги не мешали. Ну, друзья, на этом все. А на пасашок откровения от очаровательной испанки Нурии. Приятного вам просмотра. Всем пока. Да, ребята, это буква Ж на моей шее. И это не обычная Ж, это та самая Ж, каллиграфию, которая есть или была на билете Эрмитажа. Просто когда мне было 18 лет, мой отец был в Питере в командировке и как сувенир привез мне вот эту банку и билет в Эрмитаж. И, конечно же, подросток Нурия подумала, что лучшая идея на свете набить эту же на шее. Я тогда знала, что это буква Ж из кириллицы, но я не знала русский язык. Приехала жить в Москву и помню, что первое, что я думала, это «Блин, Нурия, у тебя символ женского туалета на шее». Но это не самый большой кринж. У меня внизу на спине, почти на попе, написано «Санкт-Петербург». Блин, я не знаю, как это показать. Не знаю, ребята, не знаю, что сказать. У меня просто был какой-то интенсивный период Достоевского. И в моей голове Питер был мир Достоевского, где все герои сходят с ума, где все чувства очень сильные и бесконтрольные. Не знаю, просто все эти достоевские призраки смешались с моими подростковыми инстинктами моды и гормонов. Я такая, надо. Если честно, сейчас у меня такое ощущение, что у меня на попе типа номерной знак Питера.